Морские сражения Второй мировой войны редко укладываются в простые схемы побед и поражений. Это истории, где решают не только орудия и броня, но и ошибки, погода, расстояние и несколько секунд, которые меняют ход истории. Весной 1941 года германский флот предпринял одну из самых дерзких операций на море. В Атлантику вышел новейший линкор, символ военной мощи Третьего рейха. Его целью были британские морские коммуникации. Но этот поход стал последним. История линкора «Бисмарк» — это не только бой и гибель корабля. Это цепочка решений, ошибок и случайностей, которые привели к одному из самых известных морских финалов 20 века. Немецкое соединение в составе линкора «Бисмарк» и тяжелого крейсера «Принц Ойген» двигалось через Датский пролив. Их целью были транспортные суда британцев в Атлантическом океане. В 5 часов 35 минут утра выдвинувшийся на перехват отряд английских кораблей в составе линейного крейсера «Худ» и линкора «Принц оф Уэльс» установил визуальный контакт с немцами. Командовавший британским соединением вице-адмирал Ланселот Холланд дает приказ открыть огонь по Бисмарку. Холланд решил, что именно линкор будет двигаться первым в немецком построении. Но это было не так. Первым шел «Принц Ойген», и залпы с «Худа» пришлись именно по Бисмарку. Худ продолжает вести огонь по Бисмарку. После первых залпов по «Принцу Ойгену» также вступает в бой. Весь свой огонь немецкий линкор сосредоточил на Худе. Один из снарядов немцев попадает в кормовой артиллерийский погреб британского корабля. Это приводит к мощному взрыву, который буквально раскалывает Худ надвое. Из воспоминаний члена экипажа линкора «Принц оф Уэльс», очевидца трагедии Худа. Худ буквально переломился пополам, как печенье. Это было шокирующее зрелище. Пожалуй, самое страшное, что я видел в своей жизни. «Принц оф Уэльс» также получает повреждения в этом сражении. Но британцу удается выстрел, который образовал сквозную пробоину в носовой оконечности Бисмарка и повредил топливопровод, вызвав утечку нефти и поступление забортной воды. Из-за этого немецкий линкор получает дифферент на нос и крен на левый борт, так что винт правого борта время от времени показывался из воды. Находившийся на борту линкора, командующий операцией по охоте на британские транспорты адмирал Гюнтер Лютьенс, принимает решение идти во Францию. Поздним вечером 24 мая Бисмарк вновь подвергается атаке, на этот раз со стороны самолетов авианосца «Викториас». Торпедоносцам удалось добиться всего лишь одного попадания торпеды. Британцы находились от вражеского линкора на расстоянии действия поисковой радиолокационной станции. Однако в 3 часа 10 минут немец резко меняет курс, и противники теряют друг друга. После сражения в Датском проливе адмирал обратился к экипажу Бисмарка со словами: «Экипаж корабля «Бисмарк», вы покрыли себя великой славой. Потопление линейного крейсера «Худ» имеет не только военную, но и моральную ценность, поскольку «Худ» был гордостью Англии». Далее он приказывает двигаться к французскому порту, заявляя, что если на пути появятся противники, бой будет вестись до последнего снаряда. Координаты были переданы неверно. Англичане сделали вывод, что линкор движется в сторону Исландии и Фарерских островов. Бисмарк потерял возможность маневрировать и начал описывать огромные циркуляции. Попытки восстановить управление силами экипажа не принесли успеха. Сильный ветер и волнение океана начали гнать линкор прямо в руки британцев. Утром 27 мая к немецкому кораблю подошли линкоры «Родни» и «Кинг Джордж V», а также крейсеры «Норфолк» и «Дорсетшир». Британцы открыли огонь. Низкая скорость, крен и неустойчивый курс мешали Бисмарку вести прицельный огонь и делали его легкой целью. Один за другим выходят из строя артиллерийские башни. Корабль практически безоружен. В 10 часов 25 минут торпеды крейсера «Дорсетшир» поражают линкор. Вскоре срабатывают и подрывные заряды, заложенные экипажем. В 10 часов 39 минут Бисмарк, перевернувшись на левый борт, затонул. Далее история линкора получила продолжение в документах, реконструкциях и спорах историков. Но факт остается неизменным. Последний поход Бисмарка стал символом конца эпохи больших артиллерийских линкоров.